Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня я хочу рассказать о трагической судьбе советской дизель-электрической подводной лодки Х-129 и ее экипажа. Гибель 8 марта 1968 года советской дизель-электрической подводной лодки Х-129 стала настоящей трагедией для родственников 98 погибших моряков. Но удивительное дело, ни в марте, ни в последующие месяцы в советской печати не появилось ни слова о том, что лодка погибла. Да и на международном уровне СССР хранил молчание, как будто ничего не случилось. Подводная лодка Х-129 вышла на внеплановое боевое дежурство из Авачинской бухты, Камчатка, 24 февраля 1968 года. Командовали лодкой опытный подводник, капитан первого ранга Владимир Кобзарь и его старший помощник капитан второго ранга Александр Журавин. В соответствии с полученным заданием Х-129 должна была пройти на юг вдоль 162-го меридиана до 40-й параллели и повернуть на восток. На борту подлодки находились 2 торпеды с ядерными боеголовками и 3 ядерные ракеты. В случае ухудшения международной обстановки лодка могла подойти к берегам США и произвести запуск ракет из подводного положения. Движение лодки должно было осуществляться максимально скрытно, и маршрут был проложен в бесполетной зоне так, чтобы избежать внимания патрульной авиации США, базирующейся на Алеутских островах и на Гавайях. В полночь 26 февраля подлодка связалась с командованием, дежурство проходило в штатном режиме. Следующее радиодонесение должно было поступить 8 марта из поворотной точки маршрута. Однако Х-129 на связь не вышла. В центральном командном пункте Тихоокеанского флота была объявлена тревога. Лодку искали 73 дня, десятки кораблей и субмарин прочесывали океан в районе ее маршрута, брали пробы воды на радиацию, надеялись увидеть хотя бы пятна от масел и топлива. Ничего. Что же случилось? Исчезло, как и не было. Эти подлодки проигрывали американским субмаринам в боевом оснащении, атомные подлодки США могли нести до 16 баллистических ракет с ядерными боеголовками. Дизель-электрическим подлодкам приходилось то и дело всплывать, чтобы перезарядить аккумуляторы, но главное, дизельные и дизель-электрические подлодки оставались очень шумными, американцы без труда вычисляли их местоположение и часто скрытно сопровождали. Советские подводники даже разработали специальный маневр для обнаружения противника. На полной скорости подлодка разворачивалась и начинала идти назад. Американцы предпринимали маневр уклонения и обнаруживали себя. За рискованность этот прием подводники США прозвали «Сумасшедший Иван». 30 июля 1968 года после безрезультатных поисков командование ТОВ вывело Х-129 из состава флота. Все, что касалось последнего выхода лодки в море, было засекречено. Ничего не знали даже родственники. Для них экипаж лодки погиб при исполнении обязанностей. Где? Неизвестно. Океан большой. Но на другом берегу Тихого океана были люди, которые знали, где искать затонувшую Х-129. Формально к разработке американцами проекта «Азариан» позволила приступить поисковая операция советского флота, которая не могла пройти незамеченной. Найти советскую лодку, поднять ее на поверхность и поживиться тем, что на борту. Такую задачу ЦРУ поставила перед специалистами. Операция была лично одобрена президентом США Ричардом Никсоном. Место катастрофы заокеанские партнеры нашли на удивление быстро. Лодка лежала на морском дне на глубине 5600 метров в северной части Тихого океана, в точке с координатами 40 градусов 6 минут северной широты, 179 градусов 57 минут восточной долготы, по другим данным, координаты точки 38 градусов 5 минут северной широты и 178 градусов 57 минут восточной долготы. Поднять ее вызвался эксцентричный американский миллиардер Говард Хьюз, известный по фильму «Авиатор», который до этого уже сотрудничал со спецслужбами. Подъем лодки было решено прикрыть геолого-разведочными работами. Компания Хьюз Тул по контракту с правительством США спроектировала особое судно водоизмещением 50 тысяч тонн, способное поднять с глубины 2000-тонную лодку, и построила его на верфях Хьюза. В комплект судна входил док-понтон, через который лодку должны были поднять из воды. Для подъема субмарины был разработан специальный глубоководный захват с клешнями и подводный аппарат «Клементина». В случае удачи подлодку можно было целиком спрятать в док-понтоне.
судно получило название Hages Glomar Explorer. Проект обошелся США в $350 миллионов, что по современному курсу равно 1,7 миллиарда долларов, а общее количество человек, задействованных в проекте, составило 4000. Подъем было решено провести в конце лета 1973 года. Знали ли об операции в Кремле? Да, знали. Контр-адмирал Анатолий Штыров, занимавший тогда должность первого заместителя начальника разведки Тихоокеанского флота, писал, что в район работы американцев постоянно ходили разведывательные суда. Но доклады наверх ничего не давали, тихоокеанцам советовали сосредоточить свои силы на поставленных задачах. Чтобы американцы раз и навсегда оставили попытки поднять подлодку, Кремлю надо было лишь признать факт аварии Х-129 и объявить ее корпус воинским захоронением. Но Кремль молчал. Историки и военные до сих пор спорят, какой именно объем секретных материалов попал в руки ЦРУ, когда лодку уже практически достали, ее поврежденный корпус развалился. В захватах Эксплорер осталась часть субмарины. По признаниям самих американцев, им достались торпеды и тела 6 погибших подводников, шифровальные аппараты, шифры, коды, документы и 3 ракеты с ядерными боеголовками снова ушли на дно. Надо отдать должное. Американцы похоронили советских моряков в море с почестями в соответствии с традициями советского флота. А фонившие обломки К-129 доставили в Гонолулу для изучения. За оставшимися отсеками ЦРУ собиралась вернуться в 1974 году, но ему помешало разоблачение. В офис Хьюза вломились грабители и вместе с деньгами забрали секретные документы. Вскоре о советской подлодке К-129 уже трубили все газеты США. Наконец заговорила и Москва, угрожая американцам бомбардировкой в случае повторного появления кораблей США в районе затопления К-129. ЦРУ отказалась от дальнейших действий, свернула Азариан, и ядерные боеголовки остались лежать на дне океана. Прошло много лет. В России сменился режим, прошла разрядка, началось новое противостояние, США передали России материалы по К-129, но ответа по-прежнему нет. Российские подводники выдвигают разные версии. Среди них техническая неисправность клапана, вызвавшая затопление воздуховода двигателя и провал лодки ниже предельной глубины, взрыв водорода при подзарядке аккумуляторов с разрушением корпуса лодки, столкновение с надводным судном на перископной глубине и разгерметизация корпуса. Так что же стало причиной катастрофы? Главной версией остается столкновение с американской субмариной Swordfish. По странному стечению обстоятельств эта подлодка через несколько дней после исчезновения К-129 прибыла на базу в Якосуке с повреждениями боевой рубки и встала на ремонт. Работы велись скрытно и быстро. На рубку были наложены заплаты, заменены и покрашены поручни. Утром субмарина покинула Японию и ушла в США, где полгода находилась на ремонте и в море не выходила. Скорее всего, Swordfish, преследуя К-129, слишком приблизилась к советской подлодке, а когда Кобзарь приказал совершить знаменитый разворот, сумасшедший Иван не смогла уйти от столкновения и протаранила советское судно. Это подтверждают и некоторые снимки, переданные США России, где на корпусе лодки видна узкая длинная пробоина. Американцы и сейчас отрицают свою вину. Они указывают, что в 1968 году в Тихом океане уже была развернута система SOSUS, включавшая сотни гидрофонов и настроенная на поиск советских подлодок. Новая экспертиза записей, проведенная в 2009 году, показала, что взрыв на К-129 произошел, скорее всего, 11 марта. Именно в этот день гидрофоны США зарегистрировали 2 мощных подводных взрыва, которые американцы соотнесли со взрывами в ракетных шахтах номер 2 и номер 3 К-129, когда она находилась в подводном положении. Однако этим взрывам предшествовали 3 более тихих хлопка, которые произошли внутри корпуса лодки. Американские эксперты предположили, что на борту К-129 произошла авария, несколько дней К-129 находилась без связи, а 11 марта 1968 года произошли взрывы в ракетных двигателях, и лодка провалилась на глубину уже с частично затопленным корпусом.
Противники этой версии утверждают, что в 1968 году СОСУС плохо слышал, а сторонники указывают, что сигналы были приняты не только стационарными гидрофонами, но и американскими судами, ближайшая из которых находилась всего в 300 милях от места происшествия. Это-то и позволило США сократить зону поисков и быстро найти К-129. Но почему молчал Кремль? На самом верху не раз намекали. Москва знала все, но помалкивала якобы для того, чтобы не выдать какого-то советского разведчика, высокопоставленного чиновника ЦРУ. Ставки в игре были настолько высоки, что подводниками просто пожертвовали. О судьбе экипажа К-129 заговорили только после развала СССР. Были и другие версии молчания. Выход К-129 был внеплановым, поэтому на борту лодки могло находиться новое оружие, которое моряки должны были испытать в условиях дальнего похода. Возможно, что-то пошло не так. Быть может, именно ради этой новинки лодку поднимали и американцы, лишь благодаря счастливому случаю разработка так и осталась лежать на дне Тихого океана. Существовала и еще одна версия, совсем уж фантастическая. На лодке находился некий груз, который просто должен был попасть в ЦРУ. Этим и объяснялось молчание Кремля и его пассивность во время операции «Азариан». Но как бы там ни было, К-129 погибла со своим экипажем. Если вам понравилось видео, поставьте пальчик вверх и поддержите канал подпиской. В будущем вас ждет много интересного. До новых встреч!